Городок Силвервуд, затерянный у океана, был тихим и неприметным. Сюда не доезжали туристы, здесь не строили небоскребы. Чайки кружили над крытыми черепицей домами, волны тихо шептали свои вечные сказки. Именно здесь, среди узких улочек, старых тополей и криков птиц, жили Эмма и Алекс Хартвуд, пара, которую знали все. Их союз был крепким, будто корни старого дуба. Они встретились, когда ей было 19, а ему — 21. С тех пор они неразлучны. Все, чего им не хватало, — это ребенка. Почти 20 лет попыток, анализов, гормональных курсов, дорогостоящих процедур, надежд, слез и, в конце концов, молчаливое принятие. Больше не пробовать, просто жить. С каждым годом надежда тускнела, как свеча под дождем. Они научились прятать боль за улыбками, быть той самой парой, что дарит подарки на чужих крестинах и говорит: «Дети, это прекрасно, но мы счастливы и так». Но внутри все время жило ощущение пустоты, тихой, неуходящей. Однажды, в один из таких обычных вечеров, Эмма сидела за ужином. За окном шумел прибой, на столе дымился чай, и все было так же, как всегда. Вдруг она побледнела, прижала руки к животу и резко встала. «Что с тобой?» — испуганно спросил Алекс. «Не знаю. Тошнота, будто что-то с желудком». Она поспешила в ванную. Ее стоны эхом разнеслись по дому. Когда вышла, была белее простыни, синие круги под глазами. Алекс настоял. Они едут в больницу. Больше никаких «потом». В клинике Сент-Мэри их встретила доктор Рэйчел Блум. Женщина с мягким голосом и пронзительными глазами. Было в ней что-то обнадеживающее и одновременно неотвратимо честное. «Скажите, Эмма, когда был последний тест на беременность?» Эмма засмеялась. Не от радости, а от абсурдности. Ей 45. Шансы были ниже нуля. «Я уверена, это не оно. Наверное, гормоны или что-то желудочное. Но тест все же стоит сделать», — спокойно настаивала врач. Через полчаса доктор вернулась. В руках результаты. «Эмма, вы беременны?» Повисла гробовая тишина. Алекс встал со стула. Эмма смотрела на врача, как на человека, объявившего, что снег пошел вверх. «Это невозможно», — выдавила она. «Мы столько лет пытались. Повторный тест, анализ крови и УЗИ подтвердили это», — мягко сказала доктор Блум. «Более того, вы ждете близнецов». Эмма расплакалась. Но в этих слезах не было счастья. Был страх. Слишком много лет, слишком много потерь, чтобы поверить без боли. Однако Алекс обнял ее, прошептал: «Это наш шанс, наш дар». Радость была недолгой. Следующее УЗИ показало: беременность сложнейшая. Оба плода в одном амниотическом мешке, одна плацента, а к тому же предлежание и, возможно, приращение плаценты. Это грозило внутренним кровотечением и смертельной опасностью для матери. «Вам стоит серьезно рассмотреть прерывание», — осторожно сказала доктор Блум. «Чем раньше, тем безопаснее, иначе риски слишком высоки, как для вас, так и для детей». Но Эмма только покачала головой. «Я не могу. Я не могу снова отпустить. Я должна попытаться». С этого момента начался отсчет. Эмма легла в больницу на полный постельный режим. Алекс был рядом ежедневно. Приносил книги, читал ей вслух, пытался вязать, чтобы отвлечь ее. Иногда он пел ей детские песенки, те, что они надеялись когда-то спеть своему малышу. Все шло относительно спокойно до 8-го месяца. А потом то самое утро. Обычное, ничем не примечательное.
Эмма вскрикнула, схватилась за живот, лицо побелело. Алекс вызвал врачей. Срочное кесарево. Пока ее везли в операционную, она схватила его за руку. «Если придется выбирать, выбери их. Спаси наших детей. Обещай мне». Он будто онемел. В горле застрял ком. Алекс просто кивнул, захлебываясь слезами. Дальше операционная. Свет, маски, запах спирта. Врачи боролись, но кровотечение было сильным. Эмма теряла кровь быстро. Доктор Блум вышла к Алексу. На ее лице застыл мрак. «Алекс, если мы выберем Эмму, у нее есть шанс. Если детей, шансы минимальны. Решать вам. Прямо сейчас». Он вспомнил каждую их неудачу. Каждое «мы справимся». И, как она измученная, все равно улыбалась. Время застыло. Он закрыл глаза, крепко жал кулаки и сказал: «Делайте все возможное, но спасите их». Так хотела Эмма. Дети родились. Без звука, без движения. Царила смертельная тишина. Реанимация не помогла. Через несколько минут умерла и Эмма, даже не приходя в сознание. Алекс остался один. Похороны назначили на следующий день. Он настоял, чтобы Эмма и дети были в одном гробу, как она и просила. Белое платье, белые лилии, розовая и голубая пеленки — все было готово. Когда гости разошлись, остались только он, доктор Блум и двое работников похоронного бюро. Алекс подошел попрощаться, положил лилию. И заметил. На груди платья Эммы пятно. «Это молоко?» — прошептал он. Доктор Блум кивнула. «Бывает. Гормоны остаются активны». И в этот момент он увидел движение, едва заметное. Ручка ребенка дрогнула. Он закричал: «Они живы! Посмотрите!» Доктор Блум бросилась к гробу и подтвердила. Оба младенца дышат. И в ту же секунду, когда они ожили, сердце Эммы снова забилось. Сразу же была вызвана скорая. Срочная реанимация. Возвращение в клинику. Врачи были сбиты с толку. Ни у Эммы, ни у детей не было пульса, а сейчас они дышат. Через день Эмма пришла в себя. Первое, что она прошептала: «Алекс». «Дети?» Он плакал, смеялся, кивал, держал ее за руки. «Они здесь, они живы. Ты спасла их, Эмма. Это чудо, ты вернулась». Она закрыла глаза и улыбнулась. «Я видела сон. Я кормила их под деревом. Ко мне подошел мужчина в белом. Он сказал, что моя миссия еще не завершена». Эта история разлетелась по всей стране. Врачи говорили о синдроме Лазаря, ошибке диагностики, редчайших реакциях. Но никто не мог объяснить, как трое мертвых ожили почти одновременно. Но для Алекса и Эммы объяснение было простым. Это было чудо. И сегодня, когда в их доме звучат голоса маленькой Лили и Тоби, когда лилии цветут в саду, а на стене фотография, рука Эммы держит две крошечные ладошки. Они знают, все, что нужно — это вера, любовь и однажды данное обещание. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.